Всем привет, с вами Мадзагет, и сегодня мы в Икее ищем адвент-календарь. Вы же не заметили новую локацию? Все как и было. Кухня сзади, я здесь, стол. Матюша спит. У нас сначала небольшое кулинарное шоу. Нальем немножечко воды. Это сюда. И варим. А выключатели где? А, она типа это автоматическая. Все нормально. Обжариваем огурец. Все готово. Оп. Оп. Я наконец-то их нашел. Ладно, вот они. 599 рублей. Что может быть дешевле? Звучит обнадеживающе. Выглядит ноунеймно. Берем, короче. На самом деле, кого я обманываю? Я приехал сюда только за вот этим. Я очень люблю фрикадельки из Икеи. Вот это 100% 8 из 10. Очень вкусно. Нашел я календари. Стоят они 99 рублей всего. Надо выбрать какой. Ноунейм календарь. Холодное сердце. Щенячий патруль. Человек-паук. Еще один есть. Но по нему сразу нет, потому что он какой-то криповый. Пайман-курильщик. У меня два варианта. Холодное сердце или Человек-паук. Здесь волшебное послание в каждом окошке, а здесь послание для супергероев в каждом окошке. Поскольку Новый год — это волшебный праздник, а не супергеройский праздник, берем вот это. Жребий брошен. Всем привет! С вами Мадзагет, и мы уже дома. И сегодня мы сравним два адвент-календаря из Fix Price и Икеи. Если кто не знает, то это такая штучка, в которой есть окошечки, которая предвещает событие какое-то. И каждый день ты открываешь по окошечку, и там есть какие-то сюрпризики, конфетки и прочее. В общем, забавная штука. Не забудьте поставить лайк под этим видео и написать комментарий. Как минимум, какой Матюша милашка. Потому что это очень важно для нашего канала. Это помогает продвигать видео. Мы вам очень благодарны за вашу помощь. И не забудьте подписаться на Instagram. Там в сторис очень часто появляются коты. И на Twitch. Там мы вообще постоянно. В последнее время. Ссылки в описании. Погнали! Fix Price и Икея. Икея и Fix Price. Это вечные соперники. Они всегда, всю жизнь соперничали с момента основания. Вот они, два адвент-календаря. Как я и говорил, нужно открывать вот эти ячеечки по порядку. Внешне сразу скажу, этот, очевидно, выигрывает, потому что это волшебство. Новый год — это волшебство. Все знают, что Новый год — любимый мой праздник. Это вот, несомненно, прям вообще очень хорошо подходит к Новому году. Но, боюсь, весь бюджет этого календаря в 99 рублей ушел на вот этих вот, создателя вот этих персонажей, которым надо отдавать часть денег. Здесь какие-то ноунейм типы, ноунейм гномы. Ладно, это похоже на голову снеговика просто. Симпатичненько, но обезлично немножечко. Начнем с того, который мне больше нравится внешне. То есть с волшебного. Вот этого. А это пока отложим. Мы здесь видим прекрасных персонажей. С обратной стороны мы видим дополнение в виде раскраски. То есть 99 рублей минус гонорар этих артистов, минус раскраска. И что? Там вообще что-то есть? Вы спросите, как же их открыть? А я отвечу. Метательные ножи. Начинаем мы, очевидно, с первой ячейки, которую сначала надо найти. Смотрите, здесь надпись. И принцесса Пупырка на шоколаде. Фу, яд, Матюш, нельзя такое. Здесь написано, что волшебное послание в каждом окошке. Здесь написано, пришло время действовать.
Что волшебного в этом послании? Матюш, пришло время действовать. И Матюша бежит спать. Все. Вот смотрите, конфетка. Мало того, что она тоненькая, это просто бесформенная клякса или облачко. Серьезно, конфетка в форме облачка, даже не в форме, а с клеймом облачка. Это ужасно. Вот это как ашановская шоколадка. Ужасная и беспощадная. И еще раз напоминаю, это лично мое мнение. Оно абсолютно субъективное. Поэтому, если вы не согласны, можете писать об этом в комментариях. И так и делайте. Если вы согласны, все равно пишите в комментариях. Открываем вторую. Смотри. Посмотрите, здесь нарисован смайлик. У меня сразу улучшилось настроение. Это гораздо лучше, чем облачко. И послание здесь есть. Настало время приятных сюрпризов. Как они угадали? Это реально приятный сюрприз. Это же смайлик. Вдруг она другая? Она не другая. Такая же плохая. Третье. Кажется, я начинаю замечать какую-то закономерность. Кажется, они все будут абсолютно одинаковые. Таинственные совпадения не случайны. Что? Это как Акинатор за 99 рублей. Акинатор за 99 рублей. Он отгадывает. Вы заметили, да? Здесь я такой, настало время приятных сюрпризов. И я реально был приятно удивлен. Здесь я говорю, кажется, здесь намечается закономерность. И тут написано, таинственные совпадения не случайны. Как? Фикс прайс, что ты делаешь? Давайте посмотрим, что внутри. Мороженка. Возможно, где-то среди этих ячеек будет какой-то суперприз. Золотая медалька, например. Кто знает. А давайте, знаете что, давайте нарушим правила. И я надеюсь, ничего плохого не случится, мир не схлопнется и Новый год все-таки настанет. Но давайте откроем просто ради интереса ячейку номер 13. Одновременно с открытием ячейки бусинка сделала ру. Бусинка. Буси. Смотри, что мы здесь делаем. Посмотри, посмотри. Мы открываем адвент-календарь. Буся. Бусинки свои дела, свои заботы. Здесь написано: устрой обнимашки и загадай желание. Бантик. Загадал. Матюша тоже загадал. Вот вам и номер 13. Магия твоей души будет увеличиваться. Что, простите? Это предсказание от Александра Шепса? Магия в каждом кусочке. Кажется, у кого-то закончились идеи. Они начинают повторяться. Что это, шарик или бомбочка? Смотрите. То ли шарик, то ли бомбочка. Ты прекрасна, как никогда. Спасибо, конечно, но кажется, это сексизм. Потому что Фикс Прайс считает, что вот этот календарь может купить либо девочка, либо Даша Корейка. И все. А как же мы? Тебя ждет множество увлекательных сюрпризов. На протяжении 11 ячеек я надеюсь, что меня ждет увлекательный сюрприз, пока я его не нахожу. И у нас осталась последняя конфетка, которую я обязательно сейчас попробую. И, возможно, это объясняет, почему он вообще стоит своих денег и почему он волшебный. Ты чему-то очень удивишься. Посмотрим, удивлюсь ли. Это самый криповый медведь, которого я видел в своей жизни. Просто посмотрите на него. У него рот на животе. Мишка. Отвратительно. Это самая обычная кондитерская плитка. Фу. Это ужасно. Это не стоит 99 рублей. Это просто трата денег. За 99 рублей можно купить раскраску и шоколадку нормальную. Все. И от души написать поздравления. Будет лучше. Это того не стоит.
Но у нас есть второй адвент-календарь. 600 рублей. Икея. И нам нужно его открыть. А это значит, что нам нужны метательные ножи. Снимаем пленку. Держи. Здесь хотя бы эти окошечки абсолютно разных размеров, то есть, по идее, там должны быть подарочки разных размеров. А значит, они как минимум должны быть разными, а не вот это вот таблетины невкусные, которые все абсолютно одинаковые, и на них картинки сделаны без фантазии. Здесь нет первой ячейки вообще. А в чем прикол? В общем, здесь их не 31, и здесь нет первого числа и второго числа. Из чего я делаю вывод, что открывать нужно в соответствии с датой по месяцу. То есть, если сегодня у нас 18 число, то мы открываем 18 ячейку. А если 5 число, то открываем 5 ячейку. 31, 31. Здесь у нас картинка кресла и 3 звездочки. Возможно, это что-то будет значить, не знаю. А здесь у нас конфетка. Пробуем. Нормальная шоколадная конфета. В разы лучше, чем вот то, что вот там вот. Допустим. Матюша опять натащил какого-то мусора. И совсем другая конфетка. Это когда бабушка дарит тебе конфеты, и вот там есть та самая конфета, которую ты надкусываешь, заворачиваешь обратно, выплевываешь обратно обертку, заворачиваешь, и она там лежит до конца веков. 9 номер, запомните. Не открывайте. 10. Ножницы. Я пока не очень понимаю логики Икеи. Следующая конфетка. Выглядит она довольно забавно. Пока самая невкусная конфета из всех. 11 число. Это снова конфета. А здесь, кто-нибудь знает, такие торгуют гномами с улитками. Конфетка. Это баунти. Она с кокосом внутри. Офигенная конфета. Пока мне нравится хотя бы то, что здесь разные конфеты. Разных вкусов. А там это дичь. О, здесь что-то новое, посмотрите. И опять гном с хот-догом. Может, здесь хот-дог? Смотрите. Маленькая шоколадка. Блин, Матюша идет, смотрите. Он такой, у меня есть собственная шоколадка. Нормально, но это горький шоколад. Терпеть не могу горький шоколад. Скажите, выглядит многообещающе. Ну, то есть, чтобы вам было понятно. Вот размер, вот размер, вот размер и вот размер. Вам интересно? Мне интересно. Так, здесь какая-то икеевская карточка, во-первых. А во-вторых, отголоски игры в кальмара. Это имбирное печенье. Обожаю имбирное печенье. А еще у этого имбирного печенья есть, видите, дырочка. Это для того, чтобы продеть сюда веревочку и повесить на елочку. Будет очень красиво. Блин, вот это прям прикольно. Побольше бы такого. Так, а что за карточка? Если что, Икея нам не платила. Но мы здесь, Икея. Короче, это скидочная карта, 1000 рублей вот, при покупке от 10 тысяч. Возможно, пригодится. Базилик, следи за ней. Посмотрите, как ему нравится имбирное печенье. Тащит. Вот. Пятнадцатая, маленькая. Спорим, конфета. Посмотрите, это парфе, звездное парфе. Я не понимаю логики Икеи. Типа, мы продаем хот-доги, изобразим здесь хот-дог. Классно. Конфета нормальная, но кофейная. Терпеть не могу кофейные конфеты. 21 номер. Я беспощаден.
Я даже не буду обращать на эти бесполезные картиночки никакого внимания, потому что никакого эстетического удовольствия я не получаю от их просмотра. На самом деле в календаре X-Fix Price гораздо больше смысла. Вот эти тупые предсказания, они меня хотя бы веселили. Они глупые, но они веселые хотя бы. А здесь просто тупые картиночки, рандомные, вообще тоже без смысла. Это самое худшее, когда ты не получаешь вообще никаких эмоций. Конфетка. А, это кофе. Мне показалось коньяк. Это кофе. Если не любите кофейные конфеты, не берите номер 21. 22. Гуси-лебеди. Опасно выглядит. Смотрите, это как лягушки, которые выкрашены в разноцветные цвета, показывая, что они ядовитые. Вот так же примерно выглядит вот эта странная конфета. Я даже боюсь ее пробовать. Но ради вас попробую. Вкусная конфета с молочной карамелью. Если любите молочную карамель, 22 это номер для вас. Тут подкралась незаметно цифра 23. И здесь большая ячейка. Что же там? Смотрим. Печенька. Скорее всего, имбирная. Сейчас проверим. И больше ничего. Карточку зажопили. Да, это точно такое же имбирное печенье. И тоже с приспособлением для подвешивания. Попробуй, Матюш, колокол, как тебе? Что-то не так с этим колоколом. Видимо, для Матюши важно не только содержание, но и форма. Вот так вот. Конфета с двумя улитками. Такое у нас было, по-моему, уже. И они обе были омерзительными. Фу! Это невкусно. 26. Я говорил, что не буду обращать внимание на эти картинки, но я не могу не поделиться своим наблюдением. Это Мишка Николай II. Посмотрите. Очевидно же. И звезды. Видите, красные звезды. Что-то здесь не так. Конфетка, квадрат. Вау! Смотрите, какая конфетка. На ней прям изображены эти гоблины с хот-догами. Та самая конфета, которая отправляется обратно в упаковку. Осталось 4 ячейки. И я надеюсь, там есть что-то, кроме конфет. Потому что конфеты, конечно, это весело, но скидочные карты веселее. Это, кажется, что-то из тюремной тематики. А внутри опять парфе. Очень странный вкус. Ну, типа сочетание странное. То ли вкусно, то ли невкусно, не могу понять. И не буду. Не буду понимать. Вот смотрите, она опять выглядит как омерзительная конфета. Ни одной еще не было конфеты такой формы, чтобы она была вкусная здесь. Это баунти с орешками. Это вкусно. 29, хороший номер. Что? Тоже конфетка. У меня сейчас сахарная интоксикация случится. И еще опять невкусный с орехами. 31 декабря. Работаешь до 6, до 8, до 10, до 11 вечера. Но у тебя есть вот это. Вкусные, невкусные, разные конфеты. Блин, к сожалению, здесь не третья печенька. Я надеялся на третью печеньку. Здесь шоколадка. Вторая шоколадка. Это карточка Икеи. Давайте посмотрим, что тут написано. В этом окошке вас ждет не только восхитительная конфета, но и новогодняя карта Икеи, дающая право на 50% скидку в ресторан или кафе Икеа. А вот это уже неплохо. Знаете почему?
Я довольно часто хожу в Икею, и я очень люблю икеевскую еду, а конкретно фрикадельки с пюрешкой. И 50% скидка – это офигенно. У нас есть два календаря на судилище. Этот 99 рублей, этот 600 рублей со скидкой по карте Икея. Кроме того, что этот календарь стоит 99 рублей, а этот, то есть в разы дешевле, чем вот этот, у него нет никакого преимущества. А нет, простите, еще вот этой прекрасной картинки этого неплохого мультика. Мультик, правда, неплохой. Крайне близкому человеку, очевидно, это не подаришь, но человеку, с которым ты на, более-менее расстоянии, можно вполне подарить. Приятно. То есть, если бы я от более-менее незнакомого человека получил бы такой подарок, я бы такой, ништяк, пойду пожру в Икею. Но расстраивает меня здесь, конечно, скудное разнообразие именно в плане того, что подарочков. То есть, здесь только из подарочков таких прикольных, это вот эти две печеньки, которые я могу повесить на елочку и потом съесть. Здесь же вообще полный ужас. Здесь ничего нет. Вру! Здесь есть офигенная штука, это вот эти вот странные надписи. Не поймешь, к чему они относятся, к прогнозам, к пожеланию или к фактам, но они хотя бы веселят. Здесь вот эти картинки абсолютно бессмысленные, поэтому у всего есть плюсы и минусы, но даже учитывая все плюсы и минусы, вот это я никому бы никогда бы не пожелал. В основном именно потому, что вот этот шоколад просто несъедобный. Дело даже не в его количестве, а в его качестве. А вот все остальное это вот такая вкусовщина. Картиночка прикольная, раскраска есть, плюс их еще можно вырезать. Но шоколад настолько невкусный, что просто ужас. Нет, наша нет. А это норм, это прикольно. Не свежее имбирное печенье. Я собирался повесить их на елочку и откусил дырочку. Придется делать новую дырку и вешать огрызок колокола. Матюша, милашка. Милашка, Матюша, пишите в комментариях, поддерживайте наш канал. Обязательно, обязательно. Ставьте лайк под этим видео. Оцените лапку, которую он придерживает стол. Заходите в Инстаграм. Там часто в сторис появляются котики. Иногда и я. Иногда там всякие безумные штуки, которые я снимаю, на улице увижу. А еще подписывайтесь на Twitch, там мы очень часто появляемся, играем, иногда готовим и общаемся. Еще раз напоминаю, что это мое субъективное мнение, не нужно брать его за высшую инстанцию. В следующем видео готовим новогодние рецепты. Пишите в комментариях ваши предположения, что это будет. Это, конечно, будет из мультиков, фильмов или игр, в такой тематике. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующих видео. Пока. Спасибо, что досмотрели до конца.